Всем привет, с вами снова Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня мы посмотрим демо-версию игры Ship Graveyard Simulator, симулятор кладбища кораблей, где нам предстоит заняться разборкой списанных судов. Посмотрим, как это будет реализовано и что будет доступно в этой версии. Интересный факт: самое большое кладбище кораблей находится в Нуадибу, это в Мавритании. Кто-то строит корабельных мастодонтов, а кому-то потом приходится их разбирать. Итак, начнем игру. Так, мы оказались на пляже. Он весь усеян обломками старых кораблей, куда ни глянь. Да. А у нас тут рядом небольшой корабль и целый танкер. Так, первое задание: найти и разломать металлический лом. Я так понимаю, вот эта балка. Берем молот из кармана и начинаем долбать. Звон в ушах. Нам не привыкать. Так, балка-то ломалась. Да, и сразу разделилась на компоненты. Интересно, а в полной версии будет так же или хоть какой-то образ металлолома? Так, медь валяется. Алюминий уже готовый. Свинец. Так, что у нас тут? Сталь и нержавейка. Так, а вот этот? 3 стали и чугун. Интересно. Так, следующая цель у нас — это надо сложить наш металлолом в машину. Положили. Теперь нужно отправиться и продать его на рынке. Так, садимся за руль. Поехали. У нас тут старые стеклоподъемники еще присутствуют. Машина, похоже, очень древняя. А мы приближаемся к деревне. И здесь, похоже, проживают такие же сборщики металлолома, как и я. А вот и местный торговец. Да, пейзаж не очень воодушевляющий. Так, инвентарь пуст. А, я забыл из машины достать весь свой хлам собранный. Так, выгружаем. Посмотрим, что у меня хоть за машина неизвестной марки. Ладно, идем продавать хлам. На $165 наскребли. Так, следующее задание. Нужно купить пилу. Точнее ножовку. Покупаем за $80. Так, инструкция, как пилить, ну, в принципе, понятно. Что у нас дальше? Нужно... Ага, мы повысили уровень, теперь нужно распределить очки. 2 очка на навыки. Так, повысим характеристики молота. Вот, скорость его и урон на 10%. Вот возьмем их. Хотя вот тут еще... вот открылись еще новые. Увеличить место в инвентаре и машины, и себя. Ну, это потом тогда. Так, следующее: улучшить вот этот магазин. Так, ищем кнопку. Лезвие запасное стоит аж $100. Дорогое такое лезвие. Так, апгрейдим магазин. Ага, требуется $500. А также еще 10 стали и 5 меди, которых у меня вообще нет. Понятно. Значит, надо ехать обратно к кораблю и разбирать все, что можно, чтобы насобирать эти $500. А также сталь и медь. Так, выходим из машины и сейчас насобираем вот на этом маленьком корабле все, что нам необходимо. Заодно посмотрим. Так, стальной ящик. Ну-ка, где мой молот? Так, долбанем. Ага, нужен инструмент более высокого уровня. У меня молот первого уровня, я могу только вот такие пеньки раздолбывать. Хорошо. Так, вот и сталь. Нефть валяется. Так, а здесь что у нас? Сталь, чугун и свинец. Тоже можно мне разломать. Единственное, конечно, вот это разрушение объектов выглядит, ну, как-то совсем не очень.
Надеюсь, это только в демо-версии. В полной версии будет уже более похоже на металлолом, а не куски в кубиках. Так, собираем материалы. Так, это нам разобрать нельзя пока. Давайте еще пенек этот добьем. Все, рассыпался. Получили 2 кубика стали. Так, и вот это тоже раздолбаем. Кстати, у меня есть еще обзор на игру по сносу, где тоже можно разрушать только уже здания. Игра может и старенькая, 2018 года, но тоже для тех, кто любит разрушать, думаю, понравится. Если что, оставлю ссылку. Так, продолжаем долбать все детали, какие мы можем разрушить. Так, сталь нержавеющая и обычная. Так, сейчас додолбаю вот этот держатель канатов. Все в дребезги. Собираю компоненты и перехожу к следующему. Итак, я думаю, сейчас весь корабль обчистим от деталей, которые можно раздолбать. И посмотрим, сколько соберем материала. Так, собрали с этой посудины все, что только можно. А вот эти куски можно, интересно? Нет. С ними нельзя взаимодействовать. Так, выгружаем машину. Так, у меня машина полностью забита. Да. Ну, еще места у меня полно. Пойду залезу на вот этот сухогруз. Посмотрим, что на нем можно поломать. Да, здесь я смотрю, площадь огромная. Да, ну пеньки те же самые, а вот эта труба новая. А, здесь нужен молот 2-го уровня. К сожалению. О, ящик. О, а в ящике бесхозные материалы. Так, что у нас еще? Алюминий. Так, это нужно болгаркой пилить, которой у меня тоже нет. У меня есть ножовка, которую я никуда не могу применить. Так, а здесь что у нас? Так, этот люк нельзя. Трубы тоже болгаркой. Вот этот держатель тоже нужен лучший молот. Да, держатель для якоря. Тоже 2-й уровень молота, ну и компоненты уже, видите, синие, среднее качество. Разберем еще несколько объектов, пока место в инвентаре есть, да и деньги лишними не будут. Продолжаем обследовать корабль на наличие новых объектов. Так, вот бочка, сталь и нефть. Подолбаем ее. Удар за ударом, а никаких вмятин вообще нет, ни следа. Так, солнце, похоже, заходит. Надеюсь, все-таки правда, что это только в демо-версии такое разрушение объектов будет. Ну, потому что несерьезно это. Да, вон там тоже весь пляж усеян обломками. Так, заполнили инвентарь весь. И свой личный, и машина уже забита под завязку. Надо теперь отвезти и продать, наконец, все эти материалы. Получить свои $500, чтобы улучшить магазин инструментов. Так, объезжаем эти обломки. Так, благо деревня вообще недалеко, ехать недолго. Выходим из машины. Сейчас сразу продам все, что у меня в инвентаре есть. Так. Продаем. Вот, 577. Можно улучшить. Так. Сейчас улучшу. Так, $500, а мне еще материалы нужны. Так. Сталь есть, а меди нет. Вот я лопухнулся. Продал медь, которая была мне нужна. Так, ладно, сейчас оставлю сталь. Продам все остальное. И надо будет скататься тогда поискать медь. Так, продаем ненужное барахло на $1000.
Да, вот тут все его расценки. Так, а что я могу еще купить? Ничего, да? Ладно. Лучше тогда молот еще, чтобы быстрее проходил разбор объектов. И поехали обратно на корабль. Так, ищем медь. О, деревянный ящик большой. О, и здесь, похоже, есть все, что мне необходимо. Так, единственное, что достать. Нужно как-то обходить его. Так, вот еще один кусок меди. Похоже, я собрал все, что мне нужно. Так и есть. Но пока я возвращаться еще не буду, посмотрю, раз уж на корабле, что на мостике есть. Ну и вообще в том помещении. Может, там еще что-то ценное завалялось. Помимо вот этих бочек, труб. Так, вот она, дверь. Открываем. Темнота сплошная. Так, проводку тут пока, видимо, нельзя. Или уже сняли. Так, эта дверь тут какая-то. А, здесь нужна отмычка. Угу. Вот тут стена треснутая. Можно поломать. Сейчас пробьем себе проход в следующую комнату. Так, рассыпалось. И что тут? Деревянные ящики, набитые ресурсами. Так, трансформаторная. Газовый баллон. О. Самое то разбирать газовый баллон ударами молота. Особенно если внутри будет газ. Так, собираем остатки. Так, а здесь дверь погнутая и не заперта. Можно было даже стены и не ломать. И так прошли бы. Так, что-нибудь тут еще есть ценное? О, медь еще кусок. Алкоголь. Кто-то забыл. Так, что в этом ящике? Снова медь. Когда медь уже не нужна, ее полно попадается на пути. Так, и здесь нужна отмычка. Ладно, надо будет как-нибудь купить отмычку и посмотреть, что же такого ценного в этих ящиках. Так, а здесь что? О, снова медь. Только уже у меня места нету в инвентаре. Так, а здесь? Ну ладно. Возьмем, что возьмем. Алкоголь. И можно возвращаться к машине. Так, садимся в машину и возвращаемся в деревню. Теперь у нас есть все необходимые компоненты, чтобы улучшить магазин инструментов. И, наконец, перейти к следующему этапу. Так. Поехали. Все. Выгружаемся и идем улучшать магазин. Наконец-то. Так, сталь. Надо сталь в инвентарь взять. Так, сталь. Сейчас освободим место для... Все. Наконец-то я улучшу этот магазин инструментов-то. Все. И посмотрим, как он теперь будет выглядеть. Ну, уже что-то. О, появилась новая болгарка и молот второго уровня. Так, купим и то, и другое. Так, а еще куплю отмычку. Надо посмотреть, как она работает. Ну, судя по схеме, открыть отмычкой замок не так уж и сложно. Я подобное уже видел в симуляторе АЗС. Там тоже так же открываешь отмычками багажник. Оставлю ссылку, кому интересно. Так, а теперь продолжим дальше. Так, выходим из магазина. Сейчас надо продать торговцу все свое барахло, которое я насобирал. Так, $594. И еще надо машину тоже почистить. Все остатки тоже продам, чтобы не занимало места больше. Так, это сколько будет стоить? 127. Ну да, серые материалы прям дешевые совсем. Так, следующее задание у нас найти путь в комнату хранилища. Так, а сейчас сначала проверим наш новый молот, который может разбирать уже более сложные вещи. Держатель якоря. Сейчас
разберем. Сейчас эта махина, наверное, рассыпется на кучу маленьких кусочков. Ну да. Ну, материалов получается довольно много из одной такой махины. Так, собираем все эти компоненты, хотя нам они особо не нужны. Так, вот, проверим отмычку. Как она открывается? Ну, в принципе, очень все просто. Я даже не поломал ее. Так, самое ценное, что здесь было, это алкоголь. Больше ничего. Так, продолжаем искать дорогу. И вот он, склад, похоже, за этой дверью. Так, что-то мешает с той стороны. Ну, видать, с этой комнаты. Вот тут трещина. Значит, с помощью молота долбим стену. А тут трубы еще, наверное, да? Да, проход вот он. Теперь надо спилить. Да. Болгаркой. Сейчас посмотрим, как болгарка работает. Так, пили давай. Что это за полоса? Наверное, в двух местах надо, да? Так, место найти еще надо, да? Так, спилил. Вот по таким небольшим секциям надо спиливать. Да, и сразу готовый алюминий. Так, ну ладно, соберем его тоже, пусть будет. Так, теперь надо в комнату. Так, мне что-то мешает. Труба еще сверху. Ее тоже надо спилить. Сейчас распилим все это дело. Так, упало. Еще упало. Ну и все, можно проходить. Так, вот хранилище. Так, я повысил уровень, можно еще распределить очки. Так, ну, ножовку не буду, наверное. Лучше вот увеличу свой инвентарь. Так, молот урон? Не. И машину тоже. Все. Что у нас тут есть ценного? Так. Нам нужно, открыть вот этот ящик. Это будет завершение задания. Все, вскрыли. Что там самого ценного есть? Так, алкоголь вижу. Так, надо как-то залезть на стол. Запрыгнули. Так, алкоголь, и серебро. Больше тут ценного ничего. Вот еще алкоголь есть. Что еще? Вот тут золото. Так. Это нельзя нажать. Сейф. Уровень мастер. Ну, сейчас взломаем. Так, еще немного. Так, немного в другую сторону. Все, открыли. Сейф. Да, и тут самое ценное только алкоголь. Да, смешно. Тут вот алкоголь просто так лежит, для которого мне места уже нет. Сейчас почищу, выкину самые простые материалы, которые дешевые. Сталь, чугун. Кубики рассыпал. Возьму лучше алкоголя. Он подороже стоит. Вот тут серебро еще валяется. Еще одно серебро. Бесхозное. Так, ну что ж. Теперь идем в отсек двигателя. Нам надо разобрать двигатель. Так, открываем дверь в отсек машинного отделения. Давай. Все. И вот оно, машинное отделение. Что у нас? Вот он, двигатель, да? Который можно разобрать. А тут еще какие-то агрегаты, но с ними ничего сделать нельзя. Ну, почти со всеми частично только можно взаимодействовать. Так, посмотрим. Оп. Так, доламываем этот двигатель. И все. В принципе, следующее задание: вернитесь домой, и это будет конец демо-версии. Все, возвращаемся домой в деревню.
на своей мегатачке. Да, мы уже утро наступило раннее. Сон здесь, похоже, не нужен. Ну, хотя, может, и тоже только демо-версия же. Так, продам-ка я все свои вещи, заодно посмотрю, сколько это будет стоить. 1940. Неплохо. У меня целых $3000 на счету. Так, идем домой. Посмотрим, как дом выглядит. Так, темно, надо включить фонарик. Ну, жилье вообще скромное. Особо ничего нет. Так, компьютер старый. Демо-версия не работает. Ладно, жмем на кровать. Демо-версия закончилась. Нас поблагодарили за игру. Так, и что они пишут о том, что нас ждет в будущей версии игры? Так, наем рабочих. Полная разборка частей кораблей. Объединение и плавка материалов. Различные задания. Новые пути развития персонажа. Новые инструменты для больших возможностей по утилизации кораблей, новые здания, новые улучшения. Так, и большое разнообразие открываемых кораблей. Ну, по вот этому описанию это звучит гораздо лучше, чем представленная демо-версия, в которой корабль в принципе нельзя разбирать, только объекты, которые разрушаются так себе. Я думал, хоть металлолом будем таскать, а не кубики готовые с цилиндрами. Ну что ж, я буду ждать полную версию игры, чтобы посмотреть, насколько разработчики выполнят свои обещания, которые они тут описали по разборке кораблей. А как вам данная демо-версия, ну и в принципе суть будущей игры? Стали бы вы в нее играть или нет? Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому как понравилось или нет. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, до следующей серии.